Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы обсуждаем музыку. Вышел новый альбом Бейонсе. Спустя долгие годы ожидания, хотя Бейонсе, в отличие от других артисток, всегда мелькала в нашем поле то альбомом с GMZ, то Lion King и ее The Gift, но при этом сольного альбома у нее не было с альбома Lemonade в 2016 году, то есть прошло почти 6 лет, и вот наконец-то Бейонсе представила свой новый студийный альбом. Называется он «Ренессанс». Уже знаете, это отпускаем все восторженные крики, фанатские прочие восторги, потому что тут мы за критикой, по-трушному, где нет любимчиков, где нет каких-то преференций, где я, когда оцениваю альбомы, никто для меня ни плохой артист, ни хороший, просто оцениваем музыку. И, конечно же, главной темой недели, да и в целом месяца, является новый релиз. Бейонсе, Ренессанс. Кратко по трекам, выводы, оценка, все как обычно, поехали. А открывает альбом песня I'm That Girl, и, если честно, открывается альбом довольно слабенько. Тут у нас использован сэмпл от Princess Loco и Tommy Wright III. Весьма однообразно. Вклад в Бейонсе в песню мне не очень понятен. Тут, по сути, получилась такая, начитка на чужой бит. Поэтому, если честно, никак не впечатляет. А вот второй трек Cozy уже намного поинтереснее. Тут сэмпл от Little Townsend и MTF, и трек звучит весьма необычно. Читка Бейонсе мне тут очень понравилась. Что-то такое даже немножко в трэп-стиле, я сказал, очень так красиво это обернуто в хорошее звучание с правильно подобранным текстом под такую мелодию, поэтому я считаю, что тут все прям удалось очень даже хорошо. Композиция номер 3 Alien Superstar, и почему-то все источники предрекают это как просто какой-то стопроцентный следующий сингл с огромным радиопотенциалом, и если честно, я не согласен. Тут у нас использовано сразу два сэмпла от Right Said Fred и Foremost Poets. Мне понравилось очень такое, знаете, мягкое и плавное флоу от Бейонсе. Это не то, что мы слышим от нее часто, потому что в основном флоу Бейонсе, они очень злые, агрессивные и громкие. Поэтому такая смена настроения мне очень даже понравилась. При этом сама песня как какой-то однозначный сингл, но она не настолько ритмичная для поп-радио. Я не вижу ее синглом, но я вижу ее весьма сильной композицией в рамках этого альбома. Четвертый у нас идет песня Cuff It, и я буду везде озвучивать наличие сэмплов. Тут у нас это Тина Мэри или Мари. И что касается этой песни, если честно, я в ней вижу намного больше потенциала сингла, чем Valiant Superstar. Тут мы получаем уже такое прямое заигрывание с диско, это то, чего нам сполна дала Лизу на прошлой неделе с ее альбомом Special, но эта песня тоже имеет свое право на существование. Она весьма приятная и такая, знаете, типично форматная радиопесня, поэтому Бейонсе такое делать умела, и сейчас нам показывает, что до сих пор она могет, поэтому почему бы и нет. Пятый трек Energy, и у нас тут снова сэмпл от Тина Мэри и от Келлис. Мне показалось, что в этой песне сэмпл в припеве и куплеты от Бейонсе вообще не сочетаются между собой. В некоторых моментах, особенно вот в первом куплете-припеве, прям слышно плохо сведенная запись между сэмплом и новой оригинальной мелодией. Это как-то немножко странно, потому что как бы Бейонсе это всегда высокое качество продакшена, и тут, может быть, это, конечно, было сделано и специально, но, если честно, звучит плохо. Шестая композиция — это заглавный лид-сингл с альбома Break My Soul, и это хорошая композиция, но, к сожалению, это композиция, в которой лучшие его части — это части других песен, которые использованы как сэмпл. Композиция очень такая, знаете, не бейонсовская, как будто вот ее исполняет кто-то другой. В целом Бейонсе раньше никогда такими посылами не занималась, то есть тут она определенно читает со стороны какого-то другого человека, ну, потому что в ее тексте человек работает с 9 до 5, мы понимаем, что это явно не Бейонсе. Со временем мне эта песня начинает нравиться больше, чем прям в момент ее выхода. Я не могу сказать, что я ловлю от нее какие-то восторги или считаю ее самым правильным выбором лид-сингла, но в рамках альбома мне она показалась весьма даже подходящей. Трек номер 7 Church Girl. У нас тут снова два сэмпла от The Clark Sisters и DJ
Джей Джимми. Хороший флоу от Бейонсе, но знаете, вот если убрать голос Бейонсе с этой композиции и послушать именно то, как тут происходила работа над звуком, над мастерингом, над мелодией, над битом, я бы подумал, что эта композиция сделана для Дрейка. Комплимент это или нет, решайте сами. Номер 8 Plastic of a Sofa. И тут у нас идет первый трек без сэмплов, и дальше идет прям целый блок таких композиций. Очень такая, знаете, груви, плавная, красивая композиция. Из-за того, что сюда не пытались намешивать каких-то сэмплов, звучит очень так ровненько и весьма неплохо. Такая, знаете, версия от Бейонсе для какой-то очень дорогой такой VIP лаунж-зоны. Девятая Virgus Groove, еще одна песня без сэмплов. Знаете, чем-то база мне напомнила трек Cinema из альбома Harry's House Гарри Стайлза, но звучит очень даже стильненько. Я не очень понимаю, зачем таким танцевальным композициям хронометраж аж на 6 минут, если учесть, что там нет каких-то частей, которые вот прям необходимы в этой песне, или идет какое-то развитие мелодии, голоса или повествования. Это просто очень длинная танцевальная песня. Но это можно не заметить, если не знаете, прям сидеть и конкретно ни на что не отвлекаясь слушать песню. Просто когда я делаю обзоры, именно слушаю для обзора, для ревью, для оценки, я прям конкретно сижу, ни на что не отвлекаюсь, просто слушаю композиции. Поэтому, возможно, мне немножко резанула длина песни, но в целом, я думаю, она не так сильно заметна. Песня номер 10 Move, тоже без сэмплов, и тут у нас уже идет такой, знаете, легкий налет афробита, подвижно и очень даже приятно. Тут уже вайб даже такой, не 80-х, 90-х, а я бы даже сказал, скорее нулевых. Над песней, кстати, работала сама Грейс Джонс. 11-я Hit тоже, наверное, неплохая песня, если бы она не повторяла все те фишки, которые звучали в 10 треках до нее. 12-я песня Thick предлагает нам уже такой немножко другой вайб, его как раз тут не хватало. Я не могу сказать, что в этой песне есть что-то особенное, за что можно зацепиться, но при прослушивании альбома целиком она звучала вполне себе в тему. На 13-й композиции All Up In Your Mind я хочу отметить хороший продакшн, то есть вот тут видно, что над песней хорошо постарались, ну и это, наверное, ее главный плюс. 14-я America Has A Problem, тут мы возвращаемся уже к сэмплам, тут он у нас от Kilo Ellie, и, наверное, с таким громким названием все-таки хотелось какую-то вот песню, стейтмент, заявление. Но мы этого не получаем, Бейонсе решила играть безопасно. Хотя, как бы согласитесь, этих самых problems сейчас предостаточно, просто выбирай любую, Бейонсе решила не выбирать. На 15-м треке Pure Honey у нас сэмплы от Мой Рени и Кевин Эванс. И это, наверное, единственная песня, которая с первого же прослушивания мне абсолютно не зашла. Слишком она какая-то очевидная, простая и ленивая, что ли. И смена сэмплов мне тут тоже показалась довольно нелепой. И закрывает альбом трек Summer Renaissance. Это песня-трибьют легендарной Донни Саммер, и ее же сэмпл использован в этой композиции. Я обожаю оригинал сэмпла, и тут он, знаете, сработал в тему, хорошо сочетался с Бейонсе, с ее лирикой и с тем, что доделала ее команда новенького к песне, поэтому как клоузер альбома, я считаю, весьма даже классная композиция и однозначный хайлайт этого альбома. Ну и на этом трек-лист закончен, давайте переходить к выводам. Понятно одно, свой выход на пенсию, который ей пророчили многие СМИ и говорили инсайдеры, что Бейонсе вот собирается выпустить какой-то великий альбом и уйти. Понимаем, что это все неправда, Бейонсе вернулась, Бейонсе хочет показать, что она еще может, Бейонсе хочет попасть в чарты, особенно в сингловые чарты, где она очень давно не была самостоятельна. И это здорово, это классно. Бейонсе больше возвращается к такой поп-тусовке. После ее такого очень напыщенного, грандиозного, сложного, комплексного Lemonade мы получаем более такую танцевальную, веселую, более простую Бейонсе. Но все еще вот с тем размахом, вот это вот пыль в глаза пускать она любит, вы это все прекрасно знаете. Ну что, начнем с хорошего. Renaissance — это в целом неплохой альбом, как дань уважения
культуре 80-х и 90-х, когда у нас правил хаус дэнс. Местами тут видно, что Бейонсе еще вполне способна быть актуальной фигурой попсы и R&B без всяких, знаете, заскоков на что-то более такое классическое. В треках вроде Virgus Groove мы получили легкие мотивы, приятную музыкальную ауру. Треки типа Move — это хороший заплыв в афробит и некоторое развитие того, что она делала на альбоме Королю Льву. На песне Cozy мы получили очень хорошее флоу и ярко звучащую Бейонсе. А Cuff — это у нас такая, знаете, прилипчивая песня, не особо серьезная, но оттого забавная и приятная. Ну и теперь немножко опускаемся в глубину, где все не так ярко и прекрасно, как мне показалось. Почти во всех треках используются сэмплы темнокожих икон вроде Робин С., Донны Саммер или же Грейс Джонс, и попытки Бейонсе вписаться в это поколение выглядели весьма забавно. Мне показалось, что местами она звучит прям потерянно, немножко дезориентированно. На протяжении всего альбома Бейонсе вкидывала слегка кринжовые, уже устаревшие фразочки вроде «I'm a deadass», и как бы, ну давайте не забывать, тете уже за 40. Если мы говорим о более R&B-шных треках на этом альбоме, где у нас такой вайб «я крутая», «я богатая», «я успешная», как, например, было в композиции «Hit It», то эти моменты даже близко не такие броские и умно написанные, как композиции самой же Бейонсе Diva, Flawless, Formation. Я уже молчу о попытке исполнить песню Energy с какой-то пародией на карибский акцент. Йонсе, мы все в курсе, что ты из Техаса. Треки вроде Pure Honey и Thick в целом просто не вызывают никаких эмоций. И да, логично, на этом альбоме не ожидалось каких-то вокальных исполнений от Бейонсе, и она в целом тут решила почти не петь, а только пытаться читать рэп, к сожалению, не везде прям очень успешно. Либо же она тут много рычала и издавала каких-то других звуков, которые присутствуют на всем альбоме, то есть в каждой композиции есть какие-то странные записанные звуки, вот обратите внимание. Такое чувство, что ей как будто не хватило харизмы, чтобы представить тот материал, который сделали ее авторы. И я понимаю, насколько это странно звучит, потому что крути не крути, а харизмы Бейонсе не занимать. Но так получилось, что Бейонсе в этом материале звучит очень монотонно и как-то не как сама Бейонсе. И несмотря на традиционно убойную команду авторов и продюсеров, которые Бейонсе себя нанимает для новых проектов, аспекты текстов не впечатляют вообще, так же, как и в целом не впечатляет отсутствие какой-то мощной энергетики на альбоме. У меня создалось такое впечатление, как будто альбом писался на скорую руку, потому что местами он даже звучит как микстейп, потому что слышно плохо сведенные моменты. Мне лично очень не понравилась работа с сэмплами, а так как на альбоме больше половины песен используют сэмплы, это, конечно, прям такой выстрел в ногу. Потому что, ну, я не хочу сравнивать там с рэперами, то есть Kanye West, который умеет круто использовать сэмплы, интерпретировать их в какое-то новое исполнение, красиво сочетать. Тут местами даже криво были между собой соединены сэмплы и композиция самой Бейонсе. И в целом, если брать саму идею альбома и тот жанр, который выбрала Бейонсе, то есть понятно, что она не хотела в открытую соревноваться с современными нашими популярными исполнителями, которые сейчас используют активно эру 70-х, диско, вот этого всего, то есть ей нужно было выбрать что-то из того же мотива, но конкретно другое. И Бейонсе взялась за дэнс-поп. И мне кажется, ее выбор основан на том, что так как она этим альбомом возвращается в такое больше поп-звучание, легкое, танцевальное, все-таки она переживала, как воспримет это такая публика обычная, то есть публичная. И мне кажется, она выбрала своим таргетом аудиторию, которая славится тем, что они всегда лояльны и которые всегда загрызут за своих королев. Это гей-квир-тусовка. И я говорю о гей-квир-тусовке, у которых вот в лексиконе только Яс и Queen,
То есть вот эти вот техно-мальчики, которые в андеграундных клубах каждую неделю обдалбливаются под какую-нибудь условную арку. И я так вижу, что Бейонсе просто поняла, что даже если вдруг массовой публике продукт не зайдет, ее поддержит вот эта аудитория, и так оно и случилось. Посмотрите, что делает с Break My Soul. Это умный ход, не спорю, но насколько он оправдает себя в перспективе, будет интересно посмотреть. Я вижу и знаю Бейонсе как артиста-визионера, который видит целыми проектами, концепциями, какими-то очень новаторскими, интересными идеями. И такое чувство, что когда в этот раз Бейонсе смотрела, визионерила свой проект, как-то вот один глаз она прям конкретно прикрыла. А так как это все-таки крути не крути сама Бейонсе, ожидания от нее очень высокие. Я думаю, не только у меня, а у всех. И выбранное ей дэнс-звучание может казаться чем-то свежим для Америки, где это правда мало кто использовал в последние десятилетия. Но разница в том, что вот европейская публика и наша все-таки растет немного в другой музыкальной культуре, потому что в Европе никогда не спадал спрос на танцевальную музыку, точно так же, как и в наших странах. То есть, условный Ваня Дорн делал круто еще 10 лет назад такое вот конкретно звучание. И это даже при том, что я не слушаю наших артистов, но, понятно, я все равно понимаю, знаю, кто что выпускает. И когда был помладше, то, естественно, тоже а, наша музыка присутствовала у меня в наушниках. Поэтому с этим жанром конкретно такая странная ситуация, что для Америки он действительно может звучать свежо, как-то, знаете, новаторски, потому что, по сути, в этот жанр вот зашли Дрейк и Бейонсе фактически одновременно. Естественно, у Дрейка получилась хрень полная, у Бейонсе, конечно, все намного-намного круче. И, наверное, поэтому Бейонсе словит восторг от американских любителей вот андеграундных клубов, возможно, заберет с собой парочку Грэмми и протолкнет дэнс-электронный жанр вперед, но вывезет она это исключительно за счет своего имени. Это может быть один из лучших танцевальных альбомов последних лет, но суть в том, что конкуренции в этом жанре особо-то и не было, а если сравнивать с самыми яркими представителями этого жанра, это сейчас Dua Lipa и The Weeknd, то я скажу так, что Бейонсе их не догнала. И учитывая все это, моя оценка альбому Beyoncé Renaissance 7.0 из 10, и то прям немножко с натяжечкой и с расчетом на то, что я что-то еще больше расслышу с этого альбома, так как это все-таки Бейонсе. То есть это неплохая оценка, 7.0 это весьма-весьма неплохо, но для сравнения у Lemonade было 9 с чем-то. Поэтому мои мысли на данный момент вот такие. Я послушал альбом 3 раза целиком. Можете его тоже уже обязательно подслушать, потому что он уже вышел на Spotify, если у вас наступила полночь. И обязательно напишите мне в комментарии, как вам новый альбом Бейонсе, что вам понравилось, какие песни вы считаете лучшими, какие не лучшими. Как вам в целом концепция пластинки и то, как у Бейонсе получилось ее представить. Мне, как всегда, очень интересно почитать ваше мнение. Но у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Ну чё, жду отмену от Бихаевов.